Привет! Это видео о том, как можно сделать вдавливание или выдавливание на бумаге в блендере. Я часто видел то, что подобные методы скорее используются в графическом дизайне или же в дизайне упаковки. Вот, я думаю, вы и сами замечали, что есть какие-то бывают выпуклые элементы или же наоборот вдавливание. Может там на книгах это не обязательно должно быть там, не знаю, одноцветное какое-то вдавливание, там могут быть еще какие-то, например, металлические текстуры внутри вдавленные, но я думаю, что если вы посмотрите на превью этого видео, то вы сами поймете, о чем идет речь. И я предлагаю начать. Начнем мы с того, что мы возьмем и сделаем наше теснение с помощью изображения. То есть мы сначала подготовим изображение, которое мы хотим выдавливать. Это будет очень удобно, потому что вы сможете это легко повторить и у себя в любых вариациях, любые паттерны и прочее, собственно. Начнем мы с того, что я использую Photoshop. Мы в Photoshop возьмем наше изображение, возьмем белый фон. Белый фон у нас будет, скажем так, как выпуклость вверх, а то, что будет черным, оно будет утоплено вниз. Поэтому я сейчас покажу именно такой вариант. Я взял картинку с логотипом Apple. Вот, и тут у нас полностью черный цвет, но тем не менее даже вот высоту вдавливания можно регулировать за счет цвета. То есть чем более светлое у нас будет изображение, тем оно будет менее вдавленным. Ну и то есть и наоборот можно инвертировать, если у нас фон будет черным, то это наоборот будет, скажем так, более ровная поверхность, а если у нас логотип будет белым, то он будет выдавлен вверх. Для начала, чтобы мы сделали плавные вот эти вот скосы вниз, нам нужно эту плавность как бы задать заранее, поэтому мы переходим в фильтры, блюр, размытие по Гауссу, ну и тут выставляем примерно то размытие, те, скажем так, углубления, которые нам больше подойдут. То есть это могут быть совсем какие-то более резкие такие вот углубления, а могут быть более плавные. Например, если мы поставим вот такое размытие чуть побольше. Ну, я остановлюсь пока что наверное, на 5. Да, вот я на 5 остановлюсь. И вот прям такой вот файл из Photoshop формата PSD мы можем прямо сохранить, потому что Blender его спокойно читает, и нам будет очень удобно потом в дальнейшем поправлять какие-то вещи, которые нам надо будет поправить. Затем мы переходим в Photoshop и начнем с того, что сделаем plane по размеру файла в Photoshop. Я поставил размер файла в Photoshop 1920 на 1080, поэтому мы сейчас так и сделаем. Я делаю plane, и мне удобнее всего делать это за счет вот этой вот вкладки Dimensions. Я ставлю, я здесь пишу прям 1920 на 1080. Оно, конечно же, нереально огромное сейчас, и мы его просто уменьшаем, но пропорции у нас сохраняются. Вот это самое главное, сохранить пропорции, да. Ctrl-A Scale, применил Scale. И здесь теперь мы начнем с того, что мы возьмем и добавим сюда новый материал. Материал немножко надо будет поднастроить, но тем не менее это будет достаточно весело, я бы даже сказал, потому что есть с чем поиграться. Мы делаем две ноды Principal BSDF. Одна будет у нас отвечать за само вдавливание, за его цвет, а вторая будет отвечать за все, что находится вокруг, то есть, по сути, за бумагу саму. Здесь мы делаем ноду Mix Shader. Вот, и подключаем пока что вот следующим образом. Затем, что мы делаем? Нам нужно добавить ноду Displacement. Мы ее пока вот здесь и оставим. И давайте добавим Image Texture. Вот здесь вот так вот. И я бы хотел сюда загрузить наш PSD файл, который здесь вот уже есть. Вот, если мы посмотрим материал превью и подключим, так. Она загрузилась, да? Так, поставлю я сначала Cycles.
нам нужен будет именно Cycles, чтобы это все сделать. Хорошо, у нас это есть, и я бы хотел зайти в UV Editing. У нас вроде как Unwrap произошел нормально. Да, вот если мы посмотрим, да, развертка у нас произошла нормально. Но, тем не менее, если у вас это не так, можно нажать U, Unwrap. И вот мы видим то, что оно здесь развернулось, но просто оно повернуто под углом. То есть тут вот пока что ничего не видно, потому что вот эта область с нашей разверткой, она пока ничего ни на что не накладывается. То есть если мы вот так вот поведем, вот мы увидим то, что у нас все сработало. Но, насколько я помню, можно вроде сделать вот так вот. Pack Islands, да? Нет, оно почему-то не захотело нормально сюда упаковаться, поэтому просто вручную сейчас мы это все изменим. Побольше получилось. Ну и по сути мы даже можем вот так вот немножко вылезти за края, потому что у нас тут все белое и не будет сильно заметно. Вот так вы даже сможете регулировать размер логотипа или того, что вы выдавливаете вот здесь уже напрямую на самом объекте. Так. Значит, что мы теперь дальше делаем, что нам нужно сделать, это взять в самом шейдинге, здесь нажать Ctrl-T, чтобы добавить маппинг. Маппинг у нас работает за счет того, что мы здесь подключили аддон, который называется Node Wrangler. То есть оно работает само по себе, но более удобно использовать именно этот аддон, если нажать на Ctrl-T при выбранном изображении. Вот появляется потом вот такие вот две ноды, которые позволяют нам регулировать именно само изображение, которое уже подключено, да? Так, затем, что нам нужно сделать? Нам надо подключить color к нашему так, base color пока что. Пока что мы будем использовать именно вот такое вот решение. Ну, потом мы еще это можем изменить. То есть в основном мы будем использовать именно такой метод, если мы хотим сохранить цвет с того изображения, которое мы загрузили. Но, может быть, мы и не будем этого делать. Пока мы просто оставим это так. И нам сейчас нужно взять и сделать displacement. Нужно сделать displacement, поэтому мы возьмем это же изображение. Мы возьмем color рампу. Мне просто так удобнее именно с помощью color рампы регулировать затем высоту на самом вот этом вот дисплейсменте, да. Поставлю пока что non-color. Наверное, пока что здесь вот отключу. Нам потом нужно будет как-то более удобно смотреть на то, как работает маска. И надо будет потом это все за этим лучше наблюдать. Поэтому пока что мы, наверное, вот от этого избавимся и подключим вот здесь вот color к вот этому параметру, который называется height. Я сразу же mid-level поставлю на 0. Так, mid-level на 0. И вот здесь нам надо включить experimental и добавить модификатор subdivision surface, но поставить при этом simple, adaptive subdivision. Так вот, нажалось. Да, и теперь у нас все должно потихоньку начать работать. Так, начну с того, что я добавлю вот сюда, наверное, какое-то солнце пока что. И я вспомнил то, что нам еще надо в settings, в настройки самого материала, в settings поставить displacement and bump. Вот, и вот такая вот у нас история получилась, но, конечно же, это все решаемо. Для начала нам надо scale совсем-совсем уменьшить. Вот я бы уменьшил где-то до вот такого вот состояния, может даже до 0.1. Вот немножко поменьше. Даже еще бы меньше я поставил, например, 0.7. Вот. Пока что я бы поставил 0.7 во всю эту историю. Затем я возьму color ramp, сдублирую, подключу сюда и будем использовать это как, скажем так, как такой фильтр, который нам указывает
как мы будем отделять текстуру бумаги от текстуры, по сути, самого выдавливания. То есть, если у вас все будет одноцветно, то это и не обязательно. Даже не обязательно делать вот этот микс. Это все можно сделать за счет одного принципа BSDF. Вот, но если мы будем это как-то отделять по цвету, то надо сделать так. Вот, здесь я пока что, наверное, все-таки тоже отключу Base Color. И сейчас нам надо будет разделить это все дело. Ну, собственно, оно тут у нас уже разделено. И с помощью Color Ramp мы сможем вот так вот как вы видите, более точечно регулировать наше выдавливание. То есть, по сути, когда выдавливание идет, и внутри тут какой-то цвет у нас или металлик, то у нас вот эти вот края, они не должны быть этого же цвета, они должны сохранять именно цвет бумаги, а то, что внутри, оно уже будет, собственно, перекрашено. Вот поэтому мы это так и сохранили. Вот, и тут мы вспоминаем, что у нас там есть. У нас есть металлик, который мы хотим, несомненно, добавить. У нас может быть какой-то roughness поменьше, да, вот что-то вот такое. Вот. И, значит, мы запоминаем. Вот это у нас будет бумага, нижняя нода. Верхняя нода — это у нас будет сам знак. Хотя мы можем это вот по удобности, например, поменять, да, то есть давайте даже, наверное, так и сделаем, чтобы как-то было более интуитивно. Я сразу сюда поставлю какой-то цвет. Пока что вот такой. Металлик на 0. Roughness на 0.5. Пытаюсь эти все вещи более детально проговаривать, чтобы вам было это понятнее. Вот, потому что приходит очень много комментариев, которые задают абсолютно разные, скажем, разной степени вопросы. Так что я двигаю металлик. Вот. И хотелось бы, чтобы это все было понятно еще на вот таком вот начальном этапе. Значит, хорошо, мы вот так вот отделили. Все-таки у нас будет внизу сам цвет логотипа, а вверху у нас будет бумага. И значит, что нам теперь нужно сделать? Нам теперь нужно сделать шероховатость той самой бумаги. Как мы это будем делать? Мы делаем ноду Bump и подключаем ее к нормали. Вот, мы вот так вот подключили. Теперь нам надо Noise Texture. И подключаем фактор к высоте. Здесь у нас вот такая вот история. И это все дело нам надо бы взять, да и изменить. Как мы это будем менять? Я поставлю roughness здесь на 0.9. Или может на 0.8. Вот на 0.8 пока что будет. Детали выключу в максимум, чтобы более шероховато получилось. Ну и здесь напишу 55. Да, 55 тысяч. Затем я добавлю еще, посмотрю, как тут у нас будут влиять разные вот эти материалы. Не материалы, а параметры. Добавлю сюда какой-то Real Light условный, чтобы это все было чуть-чуть позаметнее. Так. Вот, наверное, как-то размещу так, как мне нравится. Наверное, вот что-то такое. Пока смотрим. Так. Ну и делаем какую-то такую настройку пока на данный момент, которая нам больше нравится. Наверное, силу я бы чуть-чуть уменьшил. Где-то в половину, потому что бумага, она по сути не настолько рельефная. Потом здесь может быть не настолько насыщенный цвет. Вот какой-то такой, мне вот такой вот больше нравится. Хорошо, пока мы будем работать именно с вот этим. Вот, и пока мы здесь больше ничего менять по сути не будем. Может разве что добавить такую особенность, так как бумага, она бывает с разными мелкими деталями, можно добавить, например, какие-то маленькие такие беленькие точечки, которые будут нам это все дело разбавлять. Поэтому мы возьмем сейчас и сделаем как? Мы возьмем микс. Не микс даже, а микс RGB, по-моему, да? Да, микс RGB. Сделаем add. И, значит, тут цвет мы пока что скопируем. Так, вот мы его сюда копируем, вставляем. Подсоединяем цвет. И затем что мы делаем? Мы делаем Noise Texture.
Хотя можно это отсюда скопировать. Massgrave. Так, Massgrave. Massgrave texture. И так, цвет к вектору. Затем я думаю, что нам надо теперь тоже color рампа. Еще одна. Так, тут мы это все дело оттянем немножечко. И подключаем сюда вот эту всю историю. Вот мы видим, какие-то у нас появились такие вот штучки. Их нам надо сделать более резкими, чтобы они были не такие вот мягкие, потому что нам такая вот мягкость, она по сути-то она нам и не нужна. Так, смотрим, что вот такое вот есть. Хорошо, и возьмем roughness, мы здесь поставим на 0, на 0,5, детали на 2, и scale, на scale увеличить 225, да? Что-то вот такое вот пусть будет. Затем... Ой, 2900. Так, нет. 2 и вот. Вот где-то вот так, да? И затем детали мы, наверное, тоже слегка подтянем. Dimension добавим, чтобы это все разрядить немножечко. Так, и стоять. Так. Вот где-то вот так вот, чтобы их стало чуть-чуть поменьше. Но мне кажется, что как будто бы здесь надо еще им scale здесь увеличивать, потому что они сильно большие какие-то получились. И тут сильно их много получилось, поэтому это все мы можем регулировать за счет нашей color рампы. То есть, если мы белые оттягиваем, вот этих белых точек их становится меньше, да? То есть, вот сейчас их, в принципе, достаточное количество. Им, в принципе, тоже можно цвет менять, но это я вот оставлю такие вот легкие белые точечки, которые у нас вот здесь вот будут существовать, и, как вы видите, бумага стала как будто бы более разнообразной. Вот, но я показал, как это можно еще регулировать. Если вы захотите, вы сможете этим поиграться. Хорошо, теперь нам надо сделать, собственно, более интересно наше вот это вот золотое тиснение. Как мы это будем делать? За счет того, просто что мы скопируем сначала вот это. Мы здесь его вставим. Сюда тоже подключим к нормалям. Смотрим, что у нас вот здесь вот есть. Ну, у нас, конечно же, не сильно устраивает то, что тут, по сути, пропала наша вот... наш металлик, да. Это потому, что нам мешает, собственно, такой вот наш roughness. Он нам мешает. Вот поэтому нам надо сейчас будет брать и как-то более это все легче делать. Это похоже на какую-то фольгу уже даже, но я думаю, вы, в принципе, видели примеры, которые содержат в себе подобные материалы. Вот, если что, я потом покажу, как это можно все будет сделать именно в одном цвете. Так, ну и теперь я, наверное, увеличу это все дело. Может быть, даже roughness я вот подниму, но просто силу вот здесь. Силу вот здесь уменьшу, да. Вот теперь у нас есть вот такое вот интересное выдавливание. Мне кажется даже, что оно как будто бы очень сильно внизу топлено. Я бы еще поставил, наверное, на 0,5. 0,50, вот, 0.050. Вот. И теперь что у нас есть? Так, может поменьше немножечко roughness. Угу. Так, distance. Играемся немножечко с дистанцем, но в принципе оно нам сильно погоды не делает, поэтому, наверное, так вот и оставлю. Scale, может быть, поставить до 400 тысяч. Так. Есть у меня желание попробовать еще по скейлу и немножко это растянуть, чтобы сделать их как будто бы более полосатыми. Но вот я смотрю, оно не сильно мне нравится, поэтому... Ну, что-то такое может быть. Может быть, да. Так.
И еще roughness вниз утяну. Ну и да, теперь больше похоже на какой-то металлик. Чтобы лучше наблюдать за конечным результатом, я добавлю уже в конце концов камеру. И здесь включу в View камера to View, да, чтобы можно было руководить, по сути, рукой, сразу же настраивать вручную то, как у нас это будет выглядеть. Так, сейчас оно прогрузится. Так. Все, есть. Но, наверное, тут будет более наглядно. Вот. Значит, что я вижу? Я вижу выдавливание, но какое-то слишком большое получилось. Отдалю-ка я камеру. Вот, отдалю пока что вот таким вот образом. И примерно по центру выставлю. Вот так вот. Значит, что мне теперь хотелось бы сделать? Мне бы, наверное, хотелось добавить HDRI-карту. Мне кажется, с этим, с картой оно будет выглядеть как-то поинтереснее. Делаю Environment Texture. Open. Вкладка HDRI. Ну и возьму свою одну из любимых карт, которые вы можете найти на сайте HDRI Heaven. Вот вы можете посмотреть ее название. В принципе, подключить ее себе же. Так, давайте как-то смотреть в целом по теням, как это все выглядит. Сначала ставлю Color Management на High Contrast. Ой, камеру to View забыл выключить, и она у меня вот так вот сбилась. Это не сильно хорошо. Это не сильно хорошо, поэтому надо сейчас будет настроить заново. Так, по центру. И вот, как я раньше говорил, то, что мы можем с помощью PSD файла быстренько это все редактировать, ничего здесь особо не меняя. Мне, например, не сильно нравится то, что логотип такой большой получился. Поэтому я просто возвращаюсь обратно в Photoshop, Ctrl-T, и с зажатым Alt вот его уменьшаю, например, до вот такого вот состояния. И тут сохраняется у нас и блюр, и все остальное. Ctrl-S просто. Вот и тут выхожу в Solid, опять в рендер. И вот и тут оно уже все и заменилось. Вот, но может быть, опять же таки, сильно какое-то, ну, такое достаточно большое вдавливание получилось. Еще чуть-чуть побольше. Вот такая вот тоненькая игра с тем, как сделать как можно симпатичнее финальный вид. Блюр я уменьшу до 4. Еще раз сохраняю. Так, и вдавливание вот как будто бы поприятнее стало немножко. Так. Вверх, чтобы оно больше по центру стало. Так, значит, что дальше? Немножечко поближе, немножечко вверх. Так, вниз. Все, теперь вот вроде как по центру, поэтому я пока так его и оставлю. Но мне не нравится все равно пока что, как выглядит сам вот этот вот знак, как на нем выглядит этот металлик. Поэтому я еще над этим поработаю сейчас. В первую очередь я бы хотел... Так, у меня тут галочка Camera View сохранилась, поэтому я снимаю ее здесь. Вот в первую очередь я бы хотел попробовать покрутить саму HDRI-карту, вот, чтобы вот свет у нас идет с этой стороны, и оно как-то вот как будто бы заиграло немного. А ну-ка, если я уберу источник света. Но тут оно как будто бы немножечко да и мешает. Но сейчас мы подберем какой-то вид получше для этого всего. Вот ищем какое-то местоположение вот для источника света поприятнее, чтобы оно было. Вот пока я, наверное, вот здесь оставлю. И возвращаюсь в объект. Тут я хочу еще меньше поставить выдавливание на 0.02 даже. Так, по-моему, нет, это слабо. Давайте 0.3. Вот, и теперь оно как будто бы получше это видно. Вот, но мне все равно не нравится, как выглядит вот этот вот металлик. Может быть, я попробую это по-другому сделать. А ну-ка, roughness на максимум. Например. Затем тут 2. Так, вроде как-то полегче оно стало смотреться. Затем
Затем силу немножко подниму. Так. Roughness давайте меньше, 0.8. Вот такие вот, собственно, эксперименты у нас идут. С тем, как это сделать. Найти тут самый момент, где оно будет смотреться прям хорошо. Вот. Ну и, наверное, что-то вот такое. Может быть, если мы поиграемся еще с цветом, мы получим что-то более приятное. Ну, вот такой, как будто бы цвет, он получше сюда подходит, но, тем не менее, мне не нравится, как... Тут у нас источник света солнца был, он нам мешал. Наверное, давайте добавим Area Light. Он может быть как-то даже и получше. Так, силу давайте 100. И уводим куда-то туда подальше, чтобы оно нам тут не мешало. Ну и, собственно, еще тот самый момент, который нам даст хороший цвет. Наверное, вот этот, но, тем не менее, вот тут у нас как-то оно слабенько бликует. Вот так вот вроде получше уже, да? Так, вроде получше. Но это все еще не то. Так, вот так мне нравится, в принципе, какой у нас тут цвет. Так, scale давайте-ка 10. Больше. Нет, выглядит не очень. Roughness еще будем повышать, значит. Остановлюсь пока что на вот этом. И вот тут чуть-чуть пожелтее. Да, где-то вот так вот. Покручу еще вот тут Area Light наш. Так, пока что оставлю именно вот таким вот образом это все. Пока оно будет вот так вот. Что бы я еще хотел здесь сделать? Я вижу, что... Ну, точки у нас белые есть, а ну-ка, которые мы делали. Ну вот да, они вроде как есть. Что-то там есть. Так, добавлю еще кривые, и в кривых немножко посижу здесь. Может получится сделать как-то вот что-то такое. Что-то более темное, такое более атмосферное. Но тогда нам сейчас надо будет с металликом тут еще немножечко буквально повозиться. Вот. Это уже прям очень близко к тому, что нам надо. Прям крайне близко. Roughness. Что если мы поставим здесь 0.3? Нет. 0.25. 0.2. Но вот мне кажется, что где-то вот что-то такое. И свет прям хорошо падает. Мне нравится, как тут вот такое вот затемнение идет. И прям весь акцент идет у нас, по сути, на логотипе. Вот, хорошо. Хорошо. Давайте-ка мы быстренько это все дело отрендерим. Поставлю, например, 200 сэмплов. Denoise я убирать, точнее ставить не буду, потому что тут у нас все, по сути, такой вот шероховатый. И такой вот шум, он может даже придаст какой-то такой дополнительной атмосферы. И еще я бы хотел взять и добавить в камеру. Я бы хотел добавить глубину. Точно. Сразу я в стоп на минимум, чтобы было понятнее, что где и как. Так, ищем этот острый момент. По-моему, вот это он. Он здесь вроде бы. Расстояние 7,6. Но тут 0.2. Нет, 0.2 нет. 0.1 оставлю, как оно и было. Так. А ну-ка. Давайте-ка смотреть. Может, чуть-чуть посветлее.
Кстати, что если белым? Ну, тоже интересно смотрится, но немножко не то нам надо. Сильно насыщенный нам тоже не надо. Вот что-то скорее вот по цвету. Я думаю, где-то вот такое вот. Вот что-то такое. Затем вот тут, наверное, так, сила у нас силой нормальная. Я бы поставил 0.1. Пусть будет 0.1. И в целом можно нажать даже F12. Посмотреть, что оно нам отрендерит. Как это все будет выглядеть в конечном итоге. Вот этот вот рендер. Так, почему не рендерит? Вот. Как будет выглядеть вот этот вот рендер с нашей фольгой. Давайте быстренько посмотрим. Вот, ну и как вы видите, вот подобные вещи достаточно симпатичные, но только у нас тут камера, что-то все-таки у камеры многовато f-stop, поэтому мы вот 0.2 сделаем. Сделаем еще раз F12. Посмотрим, что у нас получается. Так. Вот, ну и вот такое вот суперское вдавливание с таким вот тут легким блюром. Вот тут вот тоже, и оно выглядит прям качественно. Сам себя хвалю. Вот, как вы видите, такие вот вещи можно использовать в различных ваших проектах. Они выглядят очень хорошо. Вот. Буквально заменив там изображение. То есть вы, по сути, можете сделать один такой темплейт и потом его много где использовать. Цвет можно менять здесь. Вот тут мы, наверное, сейчас возьмем и сделаем... Так, наша бумага у нас находится вот здесь вот. Поэтому нам надо чуть-чуть посильнее сделать вот эти все полосы, чтобы они были более заметны. Мне кажется, так будет более правильно, да? То есть, например... Ну вот, немножечко, да? Немножечко более заметно стало. Вот тут такие вот изгибы. И теперь... Вот, я показал, как сделать вот, по сути, такое выдавливание. Напомню, что вы можете регулировать его силу вдавливания вовнутрь вот в этом месте. То есть тут мы просто, например, поставим чуть-чуть меньше, и мы хотим посмотреть, как будет выглядеть, если чуть-чуть меньше вдавливать. Мне кажется, должно быть выглядеть даже лучше. Потому что так будет тоже более правильно. Не такое сильное вдавливание. Вот. Прям тоже супер. Тень, я думаю, можно будет усилить, если покрутить немножко HDRI карту. Да. Хорошо. У нас вот такое вот вдавливание, оно вовнутрь есть. Я, наверное, даже сейчас зайду в World. И тут возьму-ка, посмотрю, как мы можем усилить вот эту вот тень. А ну-ка покрутим мы вот здесь. Но нет, это не оно. Вот, я кручу X, и как будто бы, да, тень становится сильнее. Поэтому я, наверное, найду такое вот положение, в котором оно чуть-чуть буквально тень становится сильнее. Где-то вот, наверное, 4, да, 4 градуса. И мне кажется, в этом положении тень стала более отчетливой. И она еще лучше подчеркивает именно само наше вдавливание вовнутрь. Давайте мы посмотрим. Ну да, как по мне, так стало намного прям лучше. И сейчас давайте я просто покажу, как можно сделать это все вдавливание без цвета, и как можно это вдавливание вывести наверх. То есть не вниз, а наверх. Для этого мы, чтобы не портить наш материал, мы его сдублируем. Мы его дублируем, просто нажав вот эту вот кнопочку. И затем, что мы, собственно, здесь и делаем. Достаточно все, просто можно это все менять. Можно буквально удалить вот здесь вот бамп. Подключить его, например, вот сюда в нормале. То есть, чтобы сделать тот же самый бамп. И мы просто возьмем цвет, подключаем вот сюда. Так. Ну и настройки, понятное дело, надо тоже скопировать. То есть металлик вставить какой здесь. Roughness тоже вставить какая здесь. И вот мы смотрим, это абсолютно теперь идентичные материалы. Вот. Сейчас грузится. Вот, мы это видим, но сейчас мы, конечно, видим то, что как будто бы это не так отчетливо заметно, поэтому мы, наверное, прибавим здесь в скейле 0.3 поставим. В самом файле мы блюр до 3 уменьшим, сохраним.
рендерим. И вот сейчас должно быть прям оно. Вот, вдавливание есть, все есть, но все же тут немножечко сильно получилось. Верну я до 0,2, но может быть нам стоит просто взять вот этот вот источник света, может быть он нам и не нужен. Нет, ну вроде ничего плохого он тут не делает. Поэтому я возьму его, пока я сохраню. Но тут, как вы видите, тут идет просто уже настройка именно с самим освещением, чтобы как-то сделать так, чтобы были тени вот эти более, они заметны именно в тех местах, где, по сути, это вдавливание, оно, ну, не так сильно заметно, просто потому что тут нету таких вот теней. Я покручу, наверное, вот, чтобы оно где-то отсюда. Нет, даже не здесь, а вот как-то. Все же прошлое освещение мне больше нравилось. Посмотрю, что из этого выходит. Ну и да, вот, я думаю, вы сами видите, то, что вот это вдавливание вовнутрь, по сути, оно все произошло. Мы, опять же таки, можем уменьшать блюр, чтобы просто брать и сохранять более четкие края, то есть уменьшаем блюр там до 0,2. Ну, сейчас, по сути, оно совсем должно быть как-то резко, но, может быть, это поможет нам исправить эту ситуацию в еще более лучшую сторону. Так, только тут, видимо, уже надо тогда уменьшать и само выдавливание. Так, само выдавливание, точнее, до 0,1. Смотрим. Ну, это оно стало более мягким, но, конечно, не такое уже заметно, поэтому 0,2, видимо, такой вот достаточно компромиссный средний вариант. Вот, но, тем не менее, я показал, как это вдавливание именно сделать одноцветным. Думаю, если вы уже чуть подольше поиграетесь именно с самими именно настройками освещения, у вас получится еще лучше. Вот, так. Да, вот такой вот у нас результат. То есть, если мы просто поменяем как-то схему освещения, то она будет лучше подчеркивать именно само вдавливание. Теперь, как это сделать именно наружу? Все достаточно просто. Меняем цвет Solid Color, делаем полностью черным, а здесь просто Color Overlay и меняем цвет на белый. Сохраняем. Так, Ctrl-S. Смотрим. И вот уже там логотип, он снаружи, как вы можете заметить, но тут просто оно сейчас не так заметно, потому что, опять же таки, все дело в освещении. Может, если мы сделаем вот так вот, добавим какой-то дополнительный источник света, оно будет как-то получше. Но я в этом, если честно, не уверен. Поэтому я просто возьму сейчас и подумаю над тем, как можно взять и сделать это все более заметно. Давайте сначала посмотрим то, что у нас уже есть. Ну вот оно есть, но его не сильно заметно, поэтому мы сейчас возьмем и, наверное, поменяем здесь scale на 0.3. Вот, scale на 0.3 меняем. Затем переходим в мир, Object, точнее в World, вот сюда. И давайте смотреть, где же у нас будет именно тот самый момент, когда будет хорошо заметно, что у нас здесь происходит. Вот, как будто бы вот так вот видно, но еще бы хотелось взять и... Ну-ка, продублирую. Может быть, если у нас получится тень добавить с той стороны, то будет более... получше получится. Так, но пока не особо. Так. Может быть... Так.
Упс, не оно. Ну-ка, рендерим, смотрим. Так, ну и вот, да, оно есть. Оно уже стало более заметно, просто вот тут у нас сильно сливается. Тут уже, наверное, вопрос больше к освещению. Давайте мы сделаем как? Давайте мы будем смотреть на это все дело сверху. Вот, мы смотрим на это все дело сверху. Так, тут ставим камеру. Так, стоять, нет. Вот здесь камера 001. Камеру 001 мы поставили. Так, чуть-чуть я его повыше подниму. World. Поменяю схему освещения, опять же таки. На вот что-то такое. Так. И хотелось бы это дело сделать чуть-чуть позаметнее. Скорее всего, из-за того, что у нас материал настроен таким образом, что у нас есть достаточно ощутимый roughness, именно из-за этого нам не удается вот сейчас тут разглядеть контуры побольше. Поэтому я думаю, что... Так. Думаю, что если мы с этим делом чуть-чуть еще повозимся, то должно быть получше. Так, но пока так. F12. Так, ну и оно стало вот, скажем так, таким. Но все равно что-то незаметно. Меня это, понятное дело, не устраивает, поэтому сейчас найдем нужные решения. Итак, немного покопавшись и поискав решения для этой всей дилеммы, то, что у нас, по сути, плохо видно контуры самого знака, я пришел к такому решению, то, что, как я и говорил, у нас основная проблема сохраняется именно в вот этом вот бампе. Он нам не позволяет разглядеть в одноцветном варианте, не позволяет нам разглядеть, скажем так, подсветку контура на самом выдавливании. И это все решается предельно просто. Нам нужно взять силу здесь. Или силу уменьшить, или roughness, но я предпочитаю силу, потому что roughness у нас задает все же какой-то характер именно вот этой вот шероховатости, поэтому просто мы силу уменьшаем. И еще я убрал здесь один принцип BSDF. Если это одноцветная версия, нам по сути тогда она и не нужна. Поэтому мы тут просто удаляем ту color рампу, которая была здесь, микс шейдер удаляем и удаляем один принцип BSDF. Но я думаю, что вы сможете вот увидеть, как у меня здесь все находится, и сделать у себя так же. Вот, и к какому результату конечному я пришел? Пришел я, собственно, к вот такому вот результату. Сейчас я быстренько отрендерю и покажу. Вот, я думаю, уже заметно. Да, и уже заметно вот то, что у нас есть, по сути, выдавливание. Оно хорошо различимо, мы, по сути, хорошо видим наши вот эти все контуры. А всего-то нам стоило взять и поиграться с силой вот этого бампа. Ну и, конечно же, вы можете с металликом тоже немножко поиграться. Это, конечно, не свойственно именно самой бумаге, но, тем не менее, это делает какое-то такое вот дополнительное восприятие именно вот самой поверхности. Поэтому вы с этим тоже можете поиграться, ровно как и с рафнесом, делая это более чем-то металлическим, или наоборот его поднять. Вот. В общем, делайте так, как вам это нравится, так как вам будет нравиться конечный результат. И вот если мы сейчас посмотрим вот здесь. Так, металлик, наверное, я вот сюда чуть-чуть подтяну. Roughness чуть-чуть повыше. А здесь... Ну, scale я тут тоже немножко прибавил. Совсем немножечко. Strange вы видите? Точнее, не Strange, а Strength. Или что-то типа этого. И мы рендерим. И смотрим то, что у нас получается в конце. Вот, и получается у нас тоже вот такой вот
хороший результат именно с выпуклостью. Ну и ровно эта же ситуация работает в случае, если у нас одноцветный вариант, он вдавлен вовнутрь. Вот. Я надеюсь, что этот урок был для вас полезным. Я надеюсь, что вы будете использовать эту информацию, которую я вам здесь дал в своих проектах, потому что в целом по блендеру, особенно в русскоязычном сегменте, у нас хоть и есть уроки, но все же я считаю, что их нужно как-то делать более разнообразными для разных ситуаций под разные проекты. Вот, а пока у меня на этом все. Буду рад, если вы, конечно же, поставите лайк за мою проделанную работу, за то, что я пытаюсь это все доносить. И, конечно же, если есть какие-то дополнительные вопросы или комментарии, вы их задавайте. Были ситуации, когда меня люди в Инстаграме просили сделать какую-то сцену, вот я делал ее, и в конечном итоге это помогало очень многим людям, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. И, конечно же, если даже не подписка, то хотя бы лайк за то, что я уделил на это время, и, надеюсь, смог кому-то помочь. Вот, а пока у меня на этом все. Спасибо большое, пока.